Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие весы, я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживаемся поудобнее и разбираемся. Сначала у меня вопрос. Каким сложился ваш апрель? Был он легким, был он сложным, совпало у вас с гороскопом на апрель, или он получился более, я не знаю, шедевральным, фееричным, или же у кого-то ленивым? Рассказывайте в комментариях, делитесь, что случилось, что сделали, как разрулили ситуацию, потому что много мне писали о том, что очень много событий, что хочется делать. Кто-то писал наоборот, ленное состояние, не могу ничего поднять, ни руку, ни ногу, ничего не хочется делать. Все, естественно, зависит от личных персональных транзитов, в том числе, потому что вы же сами понимаете, что у нас на планете 700-800 миллионов весов, и у всех одинаковый гороскоп не может быть, да? У всех разное мировоззрение, воспитание, уровень активности, в принципе, да, и личные персональные транзиты, все зависит от дня и времени, места вашего рождения. Поэтому давайте делитесь, а я пока рассказываю ваш гороскоп на май. Первая неделя мая на небе сложновато, тяжеловато энергия, разворачивается Плутон. О чем это? Это о том, что энергия связана с работой, с бизнесом, с деньгозарабатыванием. Будет идти у кого-то сложно, у кого-то легко. У кого будет идти легко, кто раскачал Плутон в своей натальной карте. Естественно, если находится у вас в денежных домах, тогда с энергией, наоборот, будет все хорошо, и вы привыкли зарабатывать большие суммы, тогда они будут идти еще больше. Если же вы не можете усмирить энергию этой планеты и направить на работу, здесь, ребят, нужно брать более высокие нагрузки, идти в бизнес, идти в развитие, идти именно в деньгозарабатывание, не таким сложным, мощным путем, я не знаю, топить всех вокруг, да, а именно на своих внутренних энергиях и амбициях, да, то есть разворот Плутона, первая неделя мая, да, целая неделя для того, чтобы остановиться и пойти в ретроградное движение. Для весов обычно это не очень хорошее время для любовных партнерских отношений. В бизнесе тоже могут слетать планы, просто потому что люди не выдерживают. Не у всех раскачан Плутон, не все пользуются этой планетой, потому что у нас набор из 10 планет. И те, кто давно знает астрологию, работает со своей натальной картой, тем понятно, да, то есть свои плюсы, минусы, где тяжело, где сложно, и в какие-то моменты вы готовы поднажать, это нормально. И если же вы понимаете, что вы не можете выдерживать такие нагрузки, тогда постарайтесь в это время не ругаться и не скандалить. Помните, что и желательно не тратить много денег, потому что Плутон в момент разворота идет в квадратуре с Венерой, с вашим единственным управителем, и здесь захочется потратить много денег, но не тратьте. Особенно с 4 мая захочется прям все потратить, все пустить. Энергия Плутона любит тратить деньги, когда в квадратуре с Венерой. И здесь, конечно же, запаситесь терпением, подождите, потому что с 8 мая с новолуния будет совершенно другая энергия, и тратить столько вам уже явно не захочется, и ругаться в том числе тоже не захочется, потому что включится уже новый лунный цикл, такая тельцовская энергия, которая вам в принципе подходит и нравится, и вместо ссор захочется поговорить, договориться, выяснить и пойти продуктивным путем вместе по жизни дальше. Или же не вместе в том числе, но все-таки пойти, ни в коем случае не разругавшись, конечно же, если у вас есть на это осознание, если у вас есть к этому понимание. Первая неделя мая, она конфликтна для финансов, для отношений и партнерских отношений на работе, поэтому если вы решили поменять работу, расстаться с партнером, то сделайте это максимально красиво, для того, чтобы попутные камни вам потом в спину не летели. Не рубите сук, на котором сидите, получится не очень хорошо. Лучше мирным путем договориться, да, это называется взять ту самую нагрузку, понять, что как ты поступаешь с людьми, так и они будут с тобой поступать, потому что ситуация на самом-то деле, дорогие весы, для вас еще этот год, до конца 2024 года, очень кармичная ситуация, поэтому здесь отслеживайте,
как вы идете по жизни, как вы договариваетесь, как вы решаете проблемы, как вы решаете конфликты, потому что весы – это тот знак, который отвечает за конфликтологию в том числе, и умение красиво решить любой конфликт – это должно быть у вас в крови. Ваше солнце заточено на то, чтобы быть дипломатом, искусно решать конфликт, чтобы не было проигравших и побежденным, чтобы все оставались довольны. Поэтому если вы владеете своим солнцем вот на все 100%, это очень классно, тогда у вас и есть та энергия для развития, на которой вы можете, в принципе, у вас будут работать и другие планеты. Да? Солнечная энергия, еще раз говорю, это базовая энергия и для любви, и для романтики, и для денег, и для построения отношений, для качественной коммуникации, и для достижения успеха в бизнесе и в карьере. И уже на этой основе вы можете развивать и социальные планеты, и высшие планеты, да, такие как Плутон, и они у вас будут идти очень хорошо, потому что весам необходимо заниматься своим Плутоном, но не с точки зрения того, чтобы топить конкурентов, да, а с точки зрения того, чтобы самим становиться лучше, и за счет этого подниматься. Вот это такая красивая тактика весов. Итак, пойдем дальше. 8 мая у нас новолуние, новый лунный цикл. В Тельце прекрасное время начинается для работы, я бы так сказала, для активной, для гармоничной работы по графику, когда вы себе что-то наметили, и это получается. Да? Напомню, что еще у нас с начала мая Марс перешел из Рыб в Овна, поэтому здесь такая энергия будет шарашить. Естественно, когда Марс идет по знаку Овна, он делает прямую оппозицию в весовский знак, и здесь, конечно, у каждого на определенный момент времени будет немножко штормить и колбасить, будет очень много такой активной, агрессивной марсовской энергии, поэтому здесь, ребят, понимаете, что ровно до 15 мая он будет, Марс, идти до северного кармического узла, и, естественно, в середине месяца будут вопросики, как вы решаете те самые конфликты, но уже на работе, в том числе, как вы решаете конфликты в деньгозарабатывании. И здесь будьте аккуратны с тем, что вы делаете, что вы говорите, куда вы идете, для чего вы это говорите, да, потому что еще в середине месяца у нас Меркурий, спасибо, что не ретроградный, но уже в Тельце, будет в квадратуре с ретроградным Плутоном. И здесь, конечно же, аварийное время за рулем, будьте аккуратны, но при этом хорошее время для учебы, прекрасное время что-то обучить, изучить, сдать экзамен, особенно если вы не могли это сделать давно, отложили какие-то знания далеко, не могли защитить работу. Все, что связано с интеллектуальным трудом, прекрасно заниматься с 15 по 21 мая, как раз-таки, когда будет Меркурий в квадратуре с Плутоном, хорошее время. Меркурий – это та планета, которая любит напряжение. Уж так случилось, что знания должны даваться тяжело, и только когда они даются тяжело, мы их, к сожалению, ценим. А когда нам дается легко, мы даже свои все эти навыки не ценим и не считаем за полезные навыки. Да? Поэтому, дорогие, учитесь, сдавайте, защищайте интеллектуальные свои труды. При этом понимайте, что в этот момент как раз таки Марс будет в соединении с северным кармическим узлом. Как договоритесь? Договоритесь красиво, будет хорошо. Ситуации будут возникать из прошлого однозначно. То, что не доделали, то, что сделали некрасиво, с кем расстались раньше, с бывшими друзьями, коллегами, работодателями, любовниками в том числе, с бывшими мужьями, с женами, да, то есть я для всех говорю, и для мужчин, и для женщин, ситуации будут возникать из прошлого. И вот будете договариваться красиво, значит, ситуация вас отпустит, поднимет на новый уровень. Захотите смахнуть, как говорится, в сторону и не решать задачу, точно так же нахамить и уйти дальше. Нахамить получится очень легко, очень быстро, человек от вас отстанет и все. Но здесь история построения долгих отношений в будущее, поэтому, пожалуйста, дорогие весы, становитесь дипломатом, красивым дипломатом, вам это идет. Идем дальше. Итого, 3-я неделя мая – прекрасная неделя для учебы, для знаний, для усвоения знаний. Финальная 4-я неделя
начинается с 23 мая у нас полнолуние в Стрельце, я бы так сказала, интеллектуальное полнолуние, хорошее время для поездок, для путешествий, для повышения квалификации в том числе, для рекламы, пиара, продаж. Здесь хорошо делайте свой фокус на будущее, Солнце уже перешло в знак Близнецов, поэтому будет рассеиваться уже вот эта тельцовская энергия, уже будет такая легковоздушная, уже так будет время отвлекать вот это уже от сосредоточенности, да, поэтому здесь понимаете, что последняя неделя мая, она неплохая, она будет полегче, но, естественно, эта легкость будет отвлекать от чего-то сосредоточенного, от работы в том числе, но при этом у нас с апреля идет очень мощное соединение Юпитер с Ураном. В мае оно продолжается, да, и это хорошее время для того, чтобы вообще, в принципе, в целом запускать проекты, решать свои дела. Так как Плутон развернулся, скорее всего, вы будете уже решать те дела, которые вы начали когда-то. То есть вам, по крайней мере, захочется их вернуть, либо вернуть какие-то привычки, что вы делали там. Но, ребят, Юпитер в соединении с Ураном — это всегда про что-то новое, это всегда про масштаб, про глобальное, но при этом должны быть миролюбивые цели для того, чтобы помочь миру, обязательно мудрые цели, да, то есть работа не должна быть такой, я бы сказала, вредителем, да, нацелена на результат, на будущее, на то, чтобы помочь обществу в каких-то глобальных проблемах, задачах. И здесь, конечно же, весь май еще у нас этот аспект действует. Во второй половине мая у нас подгребают планеты и Меркурий, и Венера, и Солнце к этому аспекту, поэтому он еще будет активный. Дерзайте, делайте. До конца мая прекрасное время для того, чтобы работать, внедрять что-то новое, получать прибыль, заявить о себе, раскопать в себе то, что давно не получалось, не моглось, определить фокус по жизни, что вы вообще хотите, свои ориентиры, координаты. У вас еще есть весы для этого время до конца года, но все-таки скажу так, что вот такой приятной, гармоничной энергии, которая есть в мае, ее будет сложно найти в остатках этого года. Лето будет сложноватым, неоднозначным, сложно будет себя собрать. Осень, она будет, я бы так сказала, в режиме такой внутренней борьбы и выживания, да, поэтому, дорогие весы, просто понимайте, что сейчас вот оно получится, как сейчас модно говорить, в легкости, у кого как, опять же говорю, да, если вы не занимались вопросами своей натальной карты и всегда оставляли решение конфликтов, убирали в дальний угол, потому что у весов это такая основная тема, это конфликтология по жизни вообще, да, то есть если вы обходили всегда конфликты стороной, не решали, не договаривались, уходили от честных решений вопросов, да, ребят, тогда будет сложно, тогда на вас, конечно же, будут стекаться все эти вопросики до конца года, причем решить их сейчас в мае реально гораздо проще, будь это финансовые вопросы, будь это вопросы с любимыми, будь это вопросы с коллегами по работе, с бизнесом в том числе, да, и самоопределение себя в этой жизни, поэтому май достаточно гармоничный для этого. Энергия тельцовская дает вам как раз таки, потому что тельцами управляет тоже Венера, и вам более-менее понятно, эта энергия, этот воздух, грубо говоря, да, действуйте для того, чтобы было легче потом. Конечно же, все мы люди, все мы захотим отдыхать, расслабляться, и когда начнется легко, мы будем думать, что у нас еще есть время. Не думайте о том, что времени вагон. Время на самом деле есть, оно есть у каждого, но зачем оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, да? Поэтому, ребят, вопросы, которые у вас давно возникли, созрели, и вы давно хотите их решить, решайте. Оно вам необходимо, не просто так сейчас кармические узлы двигаются по вашей оси, с Овном в том числе, и необходимо решать конфликтные вопросы красиво, идти вперед, идти в развитие. Прежде всего, эти конфликтные вопросы нужно решить с собой, не в конфликте с самим собой, да? Поэтому здесь ищите в себе вот эту весовскую гармонию, балансируйте и будьте счастливы.
Друзья, если у вас остались вопросы, задавайте их под этим видео, обязательно пишите дата, время и место вашего рождения, потому что это точные ваши данные, которые относятся именно к вам, а не к тому большому скоплению весов, которые есть у нас на нашей планете. Поэтому, дорогие, будем работать точно. Или же, естественно, самый отважный, кому нужно быстро и прямо сейчас, записывайтесь на консультацию. Будем разбираться быстро, точечно и именно только про вас. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам прекрасного месяца. Я надеюсь, вы очень многое сможете, успеете, внедрите и не будете отсиживаться на скамейке запасных. Давайте, дерзайте, потому что действовать необходимо, и у вас обязательно получится, если вы, конечно же, начнете повышать планку своей ответственности. Ребят, спасибо, что были здесь, досмотрели до конца. По классике в конце актуальные ролики, если вы их еще не посмотрели, посмотрите, примите верное решение. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.